Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня у нас парфюмерный Оскар. Жюри — это я. Вручать награду буду я. Тайм-коды, если что, переходите сразу туда. Хочу немножечко рассказать, из чего состоят сегодня наши номинанты. Конечно же, тут не все новинки 2025 года. Тут в основном те парфюмы, которые я приобрела в 2025 году. И все-таки остались некоторые, да, которые у меня уже были в коллекции, но вот они соответствуют следующим номинациям. Еще один момент, друзья мои, я немножечко болею, поэтому у меня, наверное, может как-то голос звучать по-другому, да, но парфюмы все я хорошо знаю, тут все парфюмы, которые я носила целый год, поэтому даже если я сейчас не так остро чувствую ароматы, все равно я их точно так же знаю. Но и я буду в основном кратко давать описание, потому что номинаций очень много, а еще потому что все эти ароматы уже есть у меня на канале в подробном описании. Первая номинация – это... У меня тут все записано, чтобы, не дай бог, не прочитать. Это нишевый бренд «Открытие года». Для жюри. Для жюри, конечно, естественно, в моем лице. Это просто бренд, на который я не обращала почему-то внимания, а потом взяла один аромат, второй, третий, и еще хочу. Это маски Милано. У меня целых 3 аромата. Я вам кратенько расскажу. Так, первый у меня появился аромат Ваяна. Вот этот вот. Это аромат, который очень похож на Tom Ford Eau de Soleil Blanc, но он, я бы так сказала, что он более тонкий, нежный, чувственный, интеллигентный, такой изысканный. То есть если в Tom Ford там больше я чувствую бергамот, флёр де оранж, еще там, конечно же, есть сандал немножечко рассольный, то здесь больше чувствуется белоцветочность. Тут тоже есть, конечно же, флёр де оранж, но вот вы знаете, меньше вот этих цитрусов, бергамота и больше белых цветов. Тут, по-моему, еще есть тубероза, в Tom Ford он тоже есть, но здесь вот именно цветочность больше звучит, и еще есть такая интересная нота, не знаю, может тут заявлены солнечные ноты, они вот обычно так звучат, как будто бы нота песка, но вот ощущение от этого аромата именно вот, что ты гуляешь по морю. Есть тут вот такая вот какая-то нотка. Следующий аромат, мне очень понравился этот, да, и я потом заказала сразу 2 аромата. Это Madeline и Lost Alice. Madeline, кстати, моя подписчица Саша в Телеграме, вот когда я про парфюм дня спрашивала, она вот этот выкладывала, описала его, мне очень понравилось, и тоже его захотелось. Тут каштаны, тут есть такая сливочность, лактонность, опять же белоцветочность, по-моему, тут тоже заявлена тубероза, но я ее не чувствую. И я очень боялась, что вот по описанию это похоже на This is Hyo. Господи, нет. Боже мой, сзади Пальтер, This is Hyo. This is Hyo. Господи, я надеюсь, что я не ошиблась. Короче, на самом деле вообще ароматы не похожи. Этот вот, такой более какой-то тонкий. Вообще вот, по крайней мере, вот эти вот все ароматы, они такие очень играют на тонах. Они не в лоб, они не прямо бьют, да, вот если, допустим, если сравнивать с цветами, вот розовый, да, если вот прям ты представляешь такой розовый, а есть вот такой цвет, как на мне, очень сложный, да, какой-то такой припудренный и так далее, оттенок, скорее, розового. Вот точно так же в этом бренде ароматы вот на каких-то оттенках построены. И здесь вот все на оттенках, очень тонко, нежно, не сказать, что это прям вот десерт молочный. Чувствуется, кстати, вот не прям каштан жареный, а больше ореховость. Так, и третий аромат Lost Alice. Это вообще, просто его обожаю. Аромат спокойствия, релакса для меня. Для тревожников прям рекомендую. Это черный чай с молоком, прям чувствуется. И как будто бы рядом какая-то выпечка. Когда знаешь, что здесь морковный пирог, тут ты его находишь, прям чувствуешь такой, вот этот вот аспект такой немного
сладковатый, чуть-чуть, кстати, это напоминает, да, морковь, кому-то может ирис напоминать, если вы понимаете, о чем я. В общем, очень красивый, очень необычный аромат. Он вообще ни И на что сейчас не вот просто, вот сейчас поставьте колокольчик, поставьте палец вверх, обязательно напишите какой-то комментарий. И, конечно же, появилась новая кнопочка, если вот она у вас есть, посмотрите, называется HiPR или HiPR. Уж не обессудьте, я не знаю, как это читается. Нажмите ее. Мне прям интересно, что будет. Я еще пока не поняла, как она работает, но нажмите. Мне будет очень интересно и приятно, если вы это сделаете. И не забывайте подписаться на мой канал Victoria Day Life. Я туда дублирую все видео. И еще про мой промокод в рандеву, конечно же, он дает 10% скидки. Звучит 10 в Викторе, я здесь его напишу. Лучшие отливанты, которые не парят, которые вообще не портятся, ничего с ними не происходит и отлично выглядят. Также они есть в наборе, который, кстати, классный подарок на Новый год. И еще там вообще сейчас появился раздел с наборами новогодними. Посмотрите его, если не знаете, что подарить. Набор — это всегда, мне кажется, очень классный выход. Номинация у нас называется «Офлаконила после отливанта». И я хочу вот об этом отливанте рассказать. Да, у меня он, вот видите, уже. Ну, то есть для меня это прям нормально. У меня есть отливанты, которые почти целые, либо которые вот я за несколько лет вот так сносила. Тут я даже еще не закончила, но уже заказала этот аромат. Он уже пришел, но он в Питере пока. Жду, пока мне довезут. Это Juliette Hessegan Powder Love. Для меня это просто супер универсальный аромат. Пудровый, немножечко малины есть, но малина скорее вот, да, косметическая. То есть тут не какая-то вот прям свежая малина варенье, малина есть еще такая засахаренная. Нет, вот здесь именно такой вот, ну, косметический аспект, да, как отдушка. Опять же, дорогая отдушка для какого-то крема. Потом пудровость и вообще вот как будто бы, знаете, вот в этом аромате как в облачке. Я его причем от себя чувствую, но таким прям легким дуновением, шлейфом, и он очень стойкий. Насколько я помню, тут есть Абраксан в базе. Так, следующая номинация. Так, я попью чай, друзья мои. Вы тоже немножечко давайте передохнем. Так, самый ходовой люксовый аромат. На самом деле, блин, тут некоторые номинации, они прям вот пересекаются. Но выберу вот этот, самый ходовой люксовый аромат. Это Идиль от Guerlain. Это мой любимый аромат вдохновения. В то же время какой-то вот он мне помогает сконцентрироваться, успокоиться. Мне, кстати, такой вот старый, видите, флакончик очень мне нравится. Ой, вообще, конечно, мне нравились, когда у Guerlain вот были у каждого аромата свой флакон. Это вот современная тенденция, все переодеть в один. Ну, как-то я понимаю ее, но вот как-то мне не очень. Истинным, мне кажется, любителям Guerlain тоже вот это не очень заходит. Да ладно. В общем, это букет цветов. И я вот даже не сказала бы, что это там белые цветы, или тут роза, или еще тут вот все вместе. Но это настолько абстрактно, что это бесполезно описывать. Нота утюга того самого, и меня вот сразу относит куда-то к Офелии, к пруду, вот к этой вот картине. Ну, я не знаю почему. Вот мне это дает творческое вдохновение. Вот дает, и все, ничего не могу поделать. Давайте следующая номинация. Так, лучший кокосовый аромат. Вот это вот, да, никто в этом году не превзошел. Это Zarka парфюм, молекула 19. Мне кажется, он не фокусируется. Не фокусируется. The Beach. The Beach. Никто не переплюнул этот аромат. И, ну, с ним немножко интересная произошла история. Таня Шеремет отправляла его на слепые затесты. Она, когда первый раз его попробовала, у нее было полное ощущение, что это ванильный аромат. Потом, когда она посмотрела уже, что это, пирамиду, она почувствовала и кокос хорошо.
А у меня наоборот произошло. Я, когда посмотрела ее обзор, думаю, дай-ка я его еще раз. И я, ну, то есть вот попробую, как будто я не знаю пирамиды, ничего вот представить себе. У меня получилось. Я правда почувствовала тут ваниль. Так я думаю, вот если с этой стороны смотреть, то да, очень интересная, как будто немного холодная, с зеленцой ваниль. Вот есть тут такое в аромате. Но все-таки я хорошо чувствую и кокос. Кокос здесь вот он для меня прям вот как из натурального масла кокоса. Натуральное кокосовое масло, лучше вот сказать вот так вот. Натуральное кокосовое масло, которое ты наносишь на себя, вот выйдя только из душа, и вот чувствуешь этот аромат. И думаешь, ну вот остался бы он со мной на целый день. Ну, конечно же, масло кокосовое так не сделает, не дождешься от него. А этот аромат, вот он именно вот так звучит. За это я его и обожаю. И есть такой тут еще древесный оттенок. Ну вот, кстати, ваниль натуральная, у нее тоже ведь есть древесный оттенок. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Таня почувствовала тут вот сам вот не зная, да, ничего, вслепую, именно ваниль. Ну, вот из-за этого, я думаю. Так, дальше. Лучший османтус. Честно говоря, сложно было выбрать, потому что я люблю османтус. У меня много ароматов с османтусом. Единственное, что я все-таки стараюсь выбрать что-то, что не похоже на Good Girl Gone Bad. Да, потому что, ну, зачем, если есть уже Good Girl Gone Bad? Правда, у меня еще есть Шеба. Ну да ладно. Так, значит, давайте. Лучший османтус — это Dries Van Noten Fleur de Mal. Тут прям написано, что тут османтус и замш. И вот, конечно же, это так и звучит, с той оговоркой, что османтус тут персиковый. В принципе, ну, ничего удивительного, да? Что здесь очень круто? Его шлейф и стойкость. Он очень шлейфовый, и мне нравится баланс тут между замшей и этим самым персиковым османтусом. Он такой, что не перебивает никто никого, а наоборот подчеркивает османтус, подчеркивает вот этот вот такой персиковый взрыв, да, персиково-османтусовый. А османтус и персик в то же время подчеркивают вот эту чувственность, нежность, немножко пряность замши. И как-то они так переплетаются, очень классно, сексуально, чувственно звучит. И самое главное, что это все-таки не похоже на Good Girl Gone Bad. Нет. Ну, только, ну, османтус. Ну, он тут вот османтусовый, персиковый, как, в принципе, ему и положено быть. Так, давайте дальше. Тубероза. А мне кажется, я в том году я прям про этот аромат мало рассказывала. Я в этом году начала о нем постоянно говорить, потому что в этом году я в него влюбилась. Ну, вы понимаете. Это Госа от Жераво. В этом году зимой мы переехали в эту квартиру, точнее, мы туда-сюда, в общем, я не буду рассказывать запутанную историю с этой квартирой, но именно здесь, вот где более такой сухой воздух, я почувствовала красоту. Еще это было зимой. Есть еще предположение, что он очень хорошо звучит, когда попадает вот на шерстяные вещи. У нас с Ульяшкой родилось такое предположение. Она тоже сначала я такая, ну, что-то как-то очень просто. А потом у нее этот аромат попал на шерстяную вещь, и вот тогда она прям влюбилась в него. Вот, может быть так. Я не знаю. В общем, в какой-то момент, это было зимой, на себя брызнула, и думаю, о, Господи, я больше не хочу ничего вообще. Ничего. Это очень красивая тубероза, которая тут не, ну, хочется сказать, не в первых ролях, но все-таки она... Вот если вы не любите туберозу, пробовали этот аромат, вот напишите мне, пожалуйста, как вам. Потому что вот мне сначала казалось, что я ее тут даже не чувствую, а потом поняла, что она для меня здесь необычная. Она такая сливочная, она мягкая, она немного фруктовая. Мне чудится ананас, кому-то тропические фрукты, кому что, в общем. И я тут чувствую вообще вот во многих ароматах этого бренда, я чувствую такую как металлическую ноту. Такого металлического ведра. Но она такая тоненькая, и она придает вот какой-то вот
вытаскивает этот аромат из какой-то, знаете, просто гурманики, просто из чего-то там, не знаю, сливочно-кремового. Вот не знаю, как это делается, в общем, ну, делается. И тут есть еще пачули, может, это, кстати, вот они такую ноту дают, ну, я не знаю. В общем, тут еще пачули, и вот мне они каким-то вот таким шоколадным оттенком отдают. Но опять же, это не вот прям в лоб тебе. Это вот именно оттенок такой. Лучший белоцветочный аромат. Я, кстати, могла этот бренд тоже включить как лучший бренд 2025 года. Но я все-таки его открыла в том году. Ну, блин, ну стала так заказывать много в этом от этого бренда. Это Жиробом, опять аромат Унуэ. Первое, что хочу сказать, не похоже это на Самсару. Те, кто пишут, что похожи, скорее всего, эти люди вот как-то там не очень хорошо разносили аромат, и параллельно их не носили, потому что у меня есть Самсара, вообще не похожи. Да, по пирамиде тут тоже жасмин, тут тоже есть сандал, тут в верхних нотах есть фруктовые ноты, разные, но все равно фруктовые, но это вот абсолютно такое современное звучание всего, и жасмина, и сандала, и вот этих фруктовых нот. Тут типа ананас, но вот здесь как раз, да, удивительно, я не чувствую прям конкретно ананас. Для меня это какая-то красивая фруктовость. Аромат вообще весь абстрактный. Тут не чувствуется вот прям жасмин. Вот, ну, не чувствуется здесь. Здесь какая-то такая нежная, просто, знаете, шелковая. Вот так вот представляешь этот аромат по текстуре. Шелковая, жасминовость, белоцветочность. Вот не чувствуешь тут именно жасмин. И потом, по-моему, тут и есть мускус или нет, я не помню, но каким-то образом аромат трансформируется в аромат чистоты. Вот когда я вообще читала отзывы, да, я вслепую его заказала, и читала, что это аромат чистоты, потом он пришел, я брызнула, думаю, ну нет. Но я его поносила, и правда, он трансформируется и становится прям вот какая-то такая необычная чистота. Необычная. Ни порошок стиральный, да, ни цитрусы, как мы привыкли, ни какое-нибудь там косметическое средство. Я не знаю как. Вот, ну, вот прям чистота. Ну, может, кстати, вот как раз что-то вот в сторону косметичности уходит, и поэтому так, лучший древесный парфюм. Я, честно говоря, вообще не древесница. Мне обычно древесные парфюмы не очень нравятся. Да, где-то в базе там дерево, еще там, ну вот сандаловые, да, я люблю. Ну, обычно они сочетаются с белыми цветами. Ну, короче, деревья не люблю я в парфюмерии. Но есть один аромат. Вот он. Это Atelier Modern от Синонимов. Это их уникальный парфюм, ни на что вообще не похожий. Описать его практически нереально. Там тут древесность. Прям древесность вот для меня здесь ощутимая. Это вот в первую очередь древесный аромат. Какая-то пряность есть. По-моему, там есть ирис, который вот немного смягчает этот аромат. Какая-то вот сладость в нем есть. Очень все, опять же, да, как вот я люблю. Я поняла, что я обожаю ароматы, которые вот на оттенках построены. Ничего там вот так вот впрямую тебе не долбится из флакона. Вот. Какие-то вот он рождает только картины, да, я соглашусь с теми, кто рассказывает про, ну вот про гримерку театра я не могла бы так сказать, да. У меня скорее это ассоциируется уже, допустим, с какой-то старой сценой, где вот такой, знаете, паркет, который уже затерся, да, нет вот этого верхнего покрытия, но вот это вот дерево есть. Вот какие-то ароматы косметики, да, ну, хорошие очень, грима, может быть, вот что-то такое сладкое, да, пудровость какая-то вот это вот от косметики. Какие-то вот, не знаю, может, из зала или еще откуда-то какие-то ароматы духов доносятся, да, вот что-то такое. Ну, короче, это какая-то смесь ароматов, но дерево вот в первую очередь. То есть на этой старой сцене первое, что вот чувствуется, это вот дерево натуральное, но не какой-то спил, да, а уже пропитавшееся, так сказать, пожившее. Еще у меня в классе, помню, в танцевальном у нас было вот такое дерево. Вот именно вот такое затертое. Вот с ним ассоциации.
Ну, то есть такой аромат вообще куда-то вот, конечно, в театр относящий. Нравится мне. В целом, еще раз повторю, я не любитель древесных лучший ароматов. Пудровый аромат. Ну, тут вообще ничего не меняется с годами. Все остается точно так же. Ничего не могу поделать. Лучший для меня пудровый аромат Puten de Palaces. Это Livre de Orange. Тут пудра, тут кожаные ноты. Здесь пудра фиалковая, кстати. Здесь есть еще такой аспект фиалки. Это вот такой глянец, да, свеженапечатанный. Есть какой-то вот в аромате аромат. В парфюме есть аромат булочек, ванили, именно кондитерской. Но так как вот здесь есть кожа, это смягчается. Вначале есть имбирь. Имбирь такой освежающий, в то же время, да, он все-таки как пряность, согревающий. Но пока ничего я не нашла, вот чтобы вот мне этот аромат затмило. А, кстати, еще есть, да, вот аромат, в нем такой какой-то аспект косметички, да, вот как будто там помада, пудра, вот все. Есть еще такой аспект. То есть, ну, пока вот ничего другого я не встретила из пудровых, чтобы вот я также полюбила. Или еще больше. Лучшая ваниль. Вообще легко. Вот в этом году есть аромат, который меня прям поразил. Да, это ваниль де Таити, Пэрис Монте-Карло. Это самая необычная ваниль. Наверное, потому что я не фанат гурманики в чистом виде, но зато я обожаю цветы в ароматах. Вот здесь вот оно все совместилось. Здесь ощущение, как будто вот ты вот, да, когда этот аромат распыляешь, как будто чувствуешь вот этот вот натуральный аромат таитянской ванили. Вот прям стручок с цветком, как будто мы вот там на острове где-то приземлились, пошли на экскурсию, и вот прям нам показали эти стручки, мы видим их и ощущаем их аромат. Немножечко тут есть цветочные такие аспекты, да? Здесь чампака и иланг. Немного можно сказать, что они индолят. Можно. Но я вот этот аспект чувствую именно как подтверждение натуральности этих цветков. И ваниль. Ощущение, что этот цветок, он ароматизирован ванилью. Вот так вот. Прям это очень натурально звучит. Опять же, посылала этот аромат Тане Шеремет, и она сказала, что это прям для нее супер секси аромат, супер прям сексуальный. Для меня, ну, я бы не сказала, что он вот именно в моем представлении суперсексуальный. Ну, не знаю, у меня, наверное, просто другие там представления об этих ароматах. Этот все-таки он такой ванильный, сладенький, цветочный. Он для меня, да, он женственный, он чувственный, он очень натуральный, но немножко у меня вот почему-то мне кажется очень сексуальным сандал. Сандал прям вот такой даже рассольный сандал, вот как Sunny Side Up сандал, вот куда-то туда. А этот все-таки для меня больше, ну, короче, больше не туда. Это все-таки такой аромат про красоту, про какую-то вот и изящество, нежность. И я его представляю, да, вот на какой-то вот такой девушке собранной, красивой. Сексуальность для меня это слишком расслабленно. Это прям какая-то расслабленность, открытость. Это для меня вообще не про вот какую-то собранность и строгость. А в нем вот это вот есть. Собранность, какая-то строгость в нем есть. Но опять же, да, это на мой вкус лично. Тут вообще ароматы такая супер индивидуальная вещь, субъективная. Но я вам просто рассказала, что для кого-то это так. Может быть, для вас тоже этот аромат покажется вот прям супер сексуальным. Вот. Потому что все-таки, да, для кого-то оно там существует. Ага. Блин, я так написала, а потом вот я там немножко исправила эту номинацию, чтобы быть поточнее. Ну, в общем, это аромат шок, аромат хайповый 2025 года, который там всех поразил, родил споры и так далее. И кто-то говорил, что он не станет хайповым, а он еще как стал хайповым. Вы понимаете, да, о чем? Кстати, сейчас еще подсказочку, да, напишите, догадались вы или нет. Это тот аромат, который тоже могла включить в номинацию, а флаконила после от Леванта.
Догадались? Рассказываем. Это Альдебаран. Это вообще мой первый аромат от этого бренда Марк Антон Баруа. Я его не очень люблю, мне не нравятся их вот эти вот ни Тилия мне не зашло, ни Ганимед, ни вот этот вот Энсалады, ни какой-то Б, там 16, 200, 700, короче, я не помню эти цифры. Ну, не очень не зашли, а это да. Причем это самый спорный аромат. Кто-то говорит, что это просто ужасно, отвратительно, мерзко. Кто-то говорит, да вообще, где вы это нашли? Это просто приятный такой кокосово-лактонный немножечко такой кремовый аромат. Вот настолько, да. Опять же, я могу со всей уверенностью сказать, что он по-разному открывается в разные сезоны, в разном климате, на разные кожи. Вот это 100% аромат, зависимый от окружающей среды. Расскажу. Вот, кстати, для меня вот это сексуальный аромат. Таня, кстати, сказала, вообще нет там никакой эротики, а вот для меня наоборот. Потому что, знаете, он такой, мне вообще все равно, что вы обо мне думаете. Я вообще вот какой есть, такой вот есть. Вот я такой расслабленный, такой иду на расслабоне. У меня полная вот ассоциация с этим ароматом в Таиланде. Более расслабленной себя нигде не чувствовала. Постоянно ходишь там, я не знаю, в купальнике, в каких-то шортах, вообще не задумываясь. Все время почти где-то на пляже. Опять же, да, я не жила в Таиланде, я именно там отдыхала. Я именно там была вот в таком расслабленном состоянии все время. И у меня вот поэтому такая ассоциация. Почему в Таиланд он меня относит? Потому что тут вот тот самый тигриный бальзам. Кстати, надо... Ой, вот он прям пробивает. Я же болею. А чё я миндаим брызгаться? Короче, это вот прям тот самый тигриный бальзам тайский. Потом, значит, эти ноты немножечко смягчаются. Я не скажу, что они вообще уходят, но они прям смягчаются сильно. Тубероза здесь, она такая мягкая, она такая сочная, она прям вот такая сочащаяся тубероза, туберозища. А потом бобы тонка. И здесь они тоже, их прям овердоз, потому что они в конце, вот они могут давать это вот ощущение кокосовости здесь. Они это и делают. А мне еще вот, видимо, сочетание бобов тонка и туберозы, да, вот этой сочной, они во мне еще рождают какой-то, не во мне, а мне они такие родили вот эти вот все вот ноты. Они мне рождают банан. Я почему-то чувствую тут прям перезрелый такой, ну вот не совсем испорченный, но вот такой вот сейчас съесть его прям надо, либо уже выкидывать через несколько часов. Вот такой какой-то еще банан я чувствую. Вот. А я сегодня им набрызгаюсь вечером. Лучший нюдовый аромат. Это тоже было довольно-таки простенько для меня. Да, это он Pure Mask от Нарцисса Родригес. Это аромат, для меня это почему-то мне напоминает крем для тела с очень дорогой отдушкой белоцветочной. Здесь заявлены вообще цветочные ноты, да, никакой конкретики нам не дали маркетологи, но я чувствую именно белые цветы здесь, кремовые белые цветы. Не знаю, что добавить еще. Вот наносишь аромат, и ты целый день как будто только что вышла из душа, после которого нанесла вот этот крем. Мне кажется, супер универсальный, куда угодно, где угодно. Даже если вы не любите мускусы Нарцисса Родригес, но если его носит человек, которому эти мускусы, да, идут, открываются, то вам даже вот с другого человека этот аромат понравится, потому что он очень нейтрально пахнет. То есть, правда, ощущение, что вот человек из душа только что вышел и с вами вот тут стоит, сидит, разговаривает. Лучшая гурманика. Опять же, да, я не фанат стопроцентной гурманики. Поэтому, ну, тут, кстати, могли некоторые и другие ароматы из этой подборки попасть, но я вот выбрала вот этот вот. Это Жиробон, опять Инсуло. Инсуло. Здесь аромат стартует корочкой вот этой, которая немножечко такая поджаренная, скажем, от крем-брюле. Потом я чувствую сам крем-брюле такой ванильный.
Потом, значит, тут идет как будто бы кофейная немножечко составляющая, потом появляется даже немножко нотка коньяка. Откуда ни возьмись. Ванильность, конечно же, присутствует, но это почему-то вот там пирамида очень скудная. Там, по-моему, ваниль, жасмин как-то вот неожиданно и что-то еще там. То ли мускус, то ли что в базе, то ли амбра, не помню. Но, короче, не смотрите в пирамиду, абсолютно бессмысленно. Вот так звучит аромат. Причем некоторые описывают, что это больше кофейный, другие больше крем-брюле, а вот я вот прям все вот это чувствую так вот слоями. И он то вот одной гранью, то другой гранью. Немножко я стала потом чувствовать, как будто бы он даже вот, ну, не косметическая пудра, а как будто приобретает вот такую, как текстуру запудренную. Не знаю, как это работает, да, потому что это же запах. Запах вроде не имеет текстуры, но вот ту картину, которую он рождает, да, то ощущение, которое он рождает, вот как будто что-то такое мелкодисперсное, как пудра, да, в конце становится он вот таким. Ароматы так сложно описывать, это просто, блин. Когда мне говорят: "А что ты не заведешь канал на "Ютубе" на испанском?" Да я вот по-русски описываю, мне иногда прям сложно. На испанском вообще не обладаю всей вот этой терминологией, да, вот как нашей, там вот пачули, индолит. Это вообще сложно. На наш язык вообще люди, которые не в парфюмерии, да, не в теме, он вообще же кажется супер странным. У меня муж так смеялся над словом пачули, когда первый раз его услышал. Так, аромат, который приятно удивил. Этот аромат, который приятный, и он меня удивил. Вот я бы так сказала. Это Majesty от Arabesque. Это аромат, который стартует, но вот он так как-то конфетно, немножко ванильно, где-то даже фруктово. То есть, ну, такой старт у него, как будто это сейчас уйдет в ваниль, в гурманику и так далее. Но в шлейфе абсолютно неожиданно вылезает фиалковая пудра. Там заявлено в пирамиде фиалка, и она заявлена среди очень большого количества нот, поэтому я его заказывала вслепую, вообще не ожидала услышать там прям так явно фиалковую пудру, похожую на Insolence. Но она появляется. Есть еще, кстати, какая-то такая шоколадность в аромате. Но вот не то, чтобы он трансформировался, да, полностью в эту пудру, нет. Он вот как-то звучит, совмещая и то, и другое. Мне это очень понравилось. Я была в таком, правда, приятном удивлении. Я не ожидала, что аромат вот так зазвучит. И мне кажется, я даже в отзывах этого не читала. И даже он заявлен как ванильный, амбровый, пудровый. Не знаю, если и есть, то точно не на первом, даже не на втором месте. Сейчас посмотрю. Он вообще там пудровый на каком-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 место. Ну, точно на 8 место ставит это там уже, я не знаю, зачем даже это пишут. Это можно даже не читать. Но вот для меня он скорее на втором пудровый. Он для меня ванильный на первом, а на втором пудровый. Или даже я могла поменять. Он для меня и такой, и такой. Удивительный аромат. Удивительный. Я, я не знаю, для меня только так он звучит или еще для кого-то, честно. Это мое прям субъективное восприятие. Может быть, я выдаю желаемое за действительное. Не знаю. Напишите, вот вы чувствуете там эту фиалковую пудру или нет. Номинация «Аромат разочарования». И этот аромат у меня, слава богу, в Atливанте. Вот он. Я ждала его, когда увидела анонс, что он выходит, очень ждала его. Да, я видела, что там Акигалавуд. Я Акигалавуд вообще не люблю. Но иногда он такой тихий, он держит аромат, придает ему какой-то шлейфовости, но не в этот раз. Он прямо здесь очень ощутим. Я говорю про аромат от BDK Parfums Impalia. Вот у меня Atливантик. Буквально пшикнула, наверное,
Наверное, один раз я пшикнула или два. Да, тут идет такая роза, свежая, а потом появляется Аки-Галавуд и перебивает мне вообще все. Вот почему я его и не люблю, потому что он для меня просто ломает всю композицию. Вот что вы там ни настроили, Аки-Галавуд все сломает. Даже гайденс от Amouage мне не нравится именно из-за него. Я понимаю всю красоту, там эта груша, десертность, сливочность, но вот Аки-Галавуд прям все перебивает, все. Видимо, у меня какая-то к нему сверхчувствительность. Не знаю, не знаю. Ну, вот это прям разочарование. Я думаю, взяли аромат такой. Ну, хотя вот если бы он был просто вот такой, да, без этого Аки-Галавуда, наверное, вообще был бы слишком такой проходной и обычный. Не было, короче, шансов у него вообще ни в каком виде. И следующий аромат. Аромат, перевернувший представление и открывший новый горизонт. Тут мог быть еще один аромат, но он уже в другой категории, у нас в другой номинации. Давайте я расскажу вот про вот этот. Да, это просто аромат, который он мне весь мозг вынес на протяжении нескольких лет. Но в этом году он просто перевернул для меня представление о самом себе даже, да, и в целом про ароматы, наверное, да. Сейчас я вам тогда скажу, что это. Это Franck Baclet Кокаин. Первый раз, когда я попробовала этот аромат, я подумала, это прикол какой-то. То есть как бы парфюмер придумал аромат, который никто не сможет носить, потому что он невыносимый. Ну, типа, он какое-то удовольствие получает, как он смог нас всех шокировать. То есть такой, знаете, немножко эксцентричность такая, непонятно куда ведущая. Все-таки ароматы делают парфюмеры, чтобы потом их продать, как-то жить на заработанные деньги и так далее. А тут просто человек кайфует от того, что все в шоке. Вот так я думаю. Я не понимала. Короче, у меня было много вопросов, не было ответов. Но в этом году произошло то, что сейчас вообще получается немножко сейчас по-другому даже. Короче, мне пришли эти сэмплы от Ангелин. Поняли, да, какие Ангелин? И там был аромат очень-очень похожий на Franck Baclet Кокаин, но без верхних нот. И тут я все поняла. Я думаю, так значит, если верхние ноты убрать, то Franck Baclet просто шикарный аромат. И у меня родилась идея потестить его вот прям в невыносимую жару, нанести на себя. До этого я просто боялась даже это сделать. И я, значит, заказала даже от Ливан, наношу и думаю, боже мой, какая тут красивая тубероза. И тут я понимаю, о чем говорили люди, там очень редкие люди где-то на фрагрантике писали, что это супер комплементарный, любимый аромат. Блогеры некоторые, очень некоторые, рассказывали, что какая-то красота, там фруктовая тубероза, там какой-то банан, ну такое это все прям вообще попкорн, что-то такое-то. И я это все почувствовала. И я это все ощутила. И причем такой шлейфище. И это ни на что не похоже. И это звучит очень натурально, очень, как будто ты прям вот сидишь под огромной такой туберозой. Очень красиво. И это перевернуло моё представление вообще о восприятии ароматов. И я тот же человек, у меня тот же нос. Но, во-первых, погода другая, климат другой. Я не пробовала этот аромат. До этого, ну, не как-то не доводилось мне попробовать вот именно вот в такую невыносимую жару здесь, вот в этом климате. Короче, если я вот поняла, если кто-то говорит, что, допустим, аромат супер, вот он такой классный, человек не врет. Ему правда так звучит. Он не хочет с вами поспорить, он, он просто так чувствует. И как бы и когда, допустим, человек нахваливает, ой, не нахваливает, а ругает аромат, но он тоже так чувствует. И это еще и может поменяться все. Потому что мы находимся, да, это вообще такое прям философское сознание. В принципе, конечно, я это знала, но сейчас я прям это ведь прям прочувствовала даже в такой вроде бы мелочи, как аромат.
что мы находимся все в каких-то обстоятельствах, в каких-то условиях живем, формируемся, меняемся, чувствуем, по-разному чувствуем, какими-то, не знаю, там гранями, да, оттенками наших каких-то, да, способностей нашего организма, тела, так и способностей души, мозга и так далее. По-разному мы это воспринимаем. И поэтому по-разному мы на все реагируем и рассказываем об этом. И мнения формируются у нас разные. И вот так вот. И самое удивительное, что мы можем из одного какого-то, да, вот мы где-то там были, так чувствовали, можем попасть в другие обстоятельства, другие условия, там как-то измениться, пропитаться и начать воспринимать по-другому. Вот прям вот до такой степени. Ну, то есть меня поразило, я этот аромат просто, и когда мне говорили: "Покажи что-нибудь самое такое прям непонятное, удивительное, прям вот ужасное что-нибудь из парфюмерии", я всегда показывала Franck Bacchus кокаин. Сейчас бы, если бы меня попросили, я бы его не показала. Я вообще не знаю, что бы я показала сейчас. Для меня сейчас это невероятно прекрасный, просто шедевральный туберозный аромат. Если бы мне сейчас сказали: "Покажи шедевр", я бы сказала: "Вот". Я посмотрела на лица этих людей. Мне даже сейчас сложно вот сказать, вот он открывается ли он все еще, да, в каких-то условиях, вот так вот, как мне первый раз. Если кто не знает, это я столько рассказываю, я даже не пояснила. Franck Bacchus кокаин — это супер индольный аромат. Вот прям, знаете, там вот в туалеты у всех приходят в ассоциации, какие-то там конюшни, даже еще похуже, чем Vanilla Sex Tom Ford. И вот, ну, то есть всё вот прям самое такое отвратное приходит в голову. Какие-то эти вот нечищенные зубы, какие-то вот это вот всё приходит людям. И я тоже это все чувствовала. И вдруг вообще другое, абсолютно. Ну это ж ну как? Это просто перевернуло. Это не только парфюмерные горизонты, вообще как будто бы у меня мозг какой-то немного другой. Мы же все-таки воспринимаем, да, ароматы это мозг интерпретирует. Что-то у меня, значит, там очень поменялось. Ой, ну вот, друзья. Вот мне даже тут не уточнили, да, вот у меня это номинация от подписчицы, это аромат, перевернувший представление и открывший новые горизонты. То есть тут даже не уточняется, что это именно вот горизонты и представления парфюмерные. Но вот этот аромат не только парфюмерный мне открыл. Так, друзья, на самом деле я уже записала видео, но мне сейчас в Телеграме, подписывайтесь, кстати, Victoria Day Life написала подписчица еще одну номинацию, и мне хочется про него вам рассказать. Аромат, от которого я ничего особенного не ожидала, но он мне очень-очень понравился. И я думаю сейчас про флакон. И, кстати, у меня нет ни одного флакона от этого бренда. Ближе к делу. Это, так, у меня пока от Левант этого. От Левантик у меня. Это ванила эксклюзив от Montserrat. Честно говоря, вот слыша это название, меня вообще не тянуло даже попробовать этот аромат. Но, опять же, мы в Телеграме делимся ароматом дня, и Женя, приветик, Женя выложила этот аромат. И я спрашиваю, что там, как там вообще ваниль? Она говорит, а он вообще не про ваниль. Это аромат про османтус. А вы же знаете, я люблю османтус. И я такая пошла, значит, гуглить, как он там, что он, и решила заказать себе в итоге от Левант. И это потрясающе. Это красивейшее абрикосовое варенье со сгущенкой или с какой-то такой сливочностью. Он сладкий, ну, как варенье. Но он такой классный. И он совсем не похож, да, что я обычно избегаю в ароматах с османтусом, чтобы они были похожи на Good Girl Gone Bad, как я уже говорила. И этот не похож. Он вот персиковый османтус, но другой. И это очень красиво. Это вот прям название, я не знаю, зачем так называть аромат. Вообще слово эксклюзив надо убрать. Вот вообще выкинуть из названия слово эксклюзив. Ну зачем? Зачем там слово эксклюзив? Тут надо что-то писать османтус,
вареньевый османтус, как там на английском, как-то там, джем из османтуса. Ну, я, короче, не знаю, как там по-английски это написать, но чтобы было понятно. Персиковый джем, ну, чтобы было понятно, что это аромат все-таки он именно про османтус в первую очередь. Ну вот. В общем, вот так вот. Вот такой вот есть аромат. Есть, да. Все, друзья. Вот такие у меня номинации. Пишите, что думаете об этом. Может, какие-то свои номинации напишите своих парфюмов, куда бы вы определили. Очень, кстати, полезные занятия, чтобы перебрать свои ароматы. Даже можете не писать, но сами вот так вот можете по своим ароматам пройтись и тоже их какие-то номинации записать. Очень интересно, увлекательно и помогает как-то в своей коллекции сориентироваться, потому что иногда там можно заблудиться. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я дублирую туда видео, может быть и не сразу, но поверьте, все видео все равно туда продублируются. И я там рассказываю про жизнь в Испании, какие-то свои новости, иногда поделюсь котиками. И мой промокод в рандеву 10 Victory дает 10% скидки на все. Там классные сейчас подарочные наборы, как от самих рандеву, вот эти вот арома-боксы с отливантами, так и просто есть раздел с наборами. Все. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам хороших выходных, новогоднего настроения. Всех целую, обнимаю. Обязательно будьте счастливы. Пока-пока.